Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И в этом видео речь пойдет о том, как я и из чего кручу свои бумажные трубочки, бумажную лозу. Далее пойдет речь о том, как и чем окрашиваю эти трубочки. И в итоге, чем я их обрабатываю. И как я это делаю. В общем, все одним роликом сниму и покажу вам. Начнем с самого главного. Из какой бумаги я кручу свои трубочки. Бумага потребительская Контобожского завода. Вот так она выглядит. Покупаю я ее в магазине Globus Office Mag. Эта бумага имеет плотность 45 грамм на метр квадратный. Вот здесь указано. Масса бумаги 45 грамм на 1 метр квадратный. Эта бумага чуть-чуть поплотнее, чем газета, газетная бумага. К сожалению, у меня нет газет. И я не могу вам показать, как крутить бумагу из газет. Бумага потребительская, именно вот эта бумага, которую я покупаю, у нее есть один нюанс. Тут есть вкладыш, такой бумага одна, листочек. И по этому листочку я всегда определяю, и мой муж, я его научила, чтобы трубочка крутилась вдоль, по длине листа. Лист имеет формат А4, и очень часто, как это ни прискорбно, бывает так, что я заказываю бумагу сразу оптом. В упаковке 10 пачек вот такой бумаги. И поэтому, когда я ее беру, бывает, что покупаю кота в мешке. То есть волокна идут не вдоль этого листа, а ровно поперек. То есть мне приходится обрезать, и получаются короткие трубочки. Крутить из них можно. Иногда я их использую. Допустим, когда мне нужно нарастить стойки. Очень это удобно бывает. Но при плетении изделий лучше, конечно, и удобнее использовать бумагу, которая накручена на более длинную сторону. Сейчас я вам объясню, как понять, правильно ли идут волокна. Этот лист я уже использовать не буду, он в таком непотребном виде. Раскрываю. Когда я раскрываю, вижу всегда, что стопорезчица какая-то под номером резала эту бумагу. Сразу представляю себе ее. Какая-то женщина на станке стоит и бумагу режет. Вот. Беру лист один и пальчиком фиксирую вот здесь наверху и начинаю медленно натягивать, тянуть бумагу, в общем, рвать на себя. Вы видите, я ее рву, она практически идеально ровно, сама разорвалась по длине. Что же происходит, когда волокна идут не вдоль, а поперек? Показываю, что происходит. Вот у вас как будто бы лист лежит вот так. Я его переверну, чтобы вы видели. Также держу, надрываю и тяну. Вы видите, что происходит? Бумага рвется неровно. Все. Это первый показатель того, что волокна идут поперек. Края имеют края рваные при таком надрыве. И это очень плохой показатель. Значит, нам нужно будет полосы резать поперек. Все. Я надеюсь, здесь все понятно. Никаких сложностей. Что нам дает проверка бумаги? Еще раз. То, что эту полосу, когда она рвется правильно по длине, мы и будем закручивать нашу трубочку, лозу по длине. Если волокна будут идти поперек бумаги, то придется резать и крутить ее в поперечном состоянии, разрезать поперек. Все, этот момент я вам рассказала. Теперь по поводу кручения именно моих трубочек. Я вообще никак не ожидала, что вы будете задавать мне такие вопросы. Мой канал был создан для того,
я собиралась выкладывать мастер-классы, потому что видео очень огромное, преогромное количество на других каналах о том, как крутить трубочки, из чего их крутить, как их обрабатывать, красить и так далее и тому подобное. Просто несусветное. Но коли вы так сильно просите, я, конечно, с удовольствием все расскажу и покажу. Может быть, кому-то так будет понятней. Итак, совсем недавно, до недавних времен, я разрезала бумагу формата А4, вот эту потребительскую, ровно пополам. Ширина бумаги составляет, сейчас я линейку возьму, составляет 21 сантиметр. Длина 30 сантиметров. То есть длина нашей будущей трубочки тоже составит 30 сантиметров. Я ровно резала ее пополам. И ширина полосы у меня составляла 10,5 сантиметров. Сейчас покажу, как я это делала. Просто ложила перед собой, вот как сейчас, эту пачку бумаги. Также в Глобусе я купила вот такую вот линейку. Эта линейка имеет очень острые края, пластиковая линейка. Она, к сожалению, видите, по длине не подходит, но у меня это не смущает. Я так привыкла, когда начинала крутить трубочки. С помощью ножниц сначала резала, но это занимало очень много времени, натирала мозоли. В общем, с линейкой мне удобней. Я уже приноровилась, сейчас вам покажу на определенный вот уровень, тут сантиметр я отступала и начинала вот так вот рвать свою бумагу. Рвать и резать с помощью линейки. Хоп. Получала полосы 10,5 сантиметров. Сейчас так получилось. Я решила полосы делать чуть меньше. 8,5 сантиметров беру. Поэтому мне приходится отрезать часть бумаги посередине, чтобы оставлять ровные края. Для этого у меня вот есть такая линейка, но это не линейка, это порожек. Порожек для двери. Я приклеила сюда картонку. Это цветной картон. В общем, прикрепила на скотч. И прикладываю вот так к краю своей бумаги. И таким же способом разрываю ее. Вот, видите, несколько листочков сразу захватываю и получаю полоску шириной 8,5 сантиметров. Не так, как раньше 10,5, а уменьшила на 2. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, я кручу бумагу не только из потребительской бумаги, она же ведь серая. Есть у меня видео о том, как я получаю свои белые трубочки. Раньше я пыталась окрашивать потребительскую бумагу, так как она серая, да, не кипельно-белая, а мне нужно было плести белые, допустим, изделия на заказ. Окрашивать очень было трудоемко, вообще мне это доставляло очень много хлопот, и цвет получался все равно не интенсивно белый, не кипельно. С офиской же я тоже рассказывала, что я работала. Но офисная бумага, она очень плотная, 85 грамм на метр квадратный. Крутить ее очень тяжело. Поэтому я разорилась. Забыла сказать, эта бумага стоит в районе 130. Ну, со скидкой рублей 115, наверное, получается. В общем, в разных городах, в разных магазинах бумага будет стоить по-разному. В Офис Маги я точно знаю, что бумага эта стоит намного дешевле. Вот. Я стала покупать же белую бумагу. Тоже потребительская бумага. Какого она завода, я, к сожалению... это Туринский целлюлозно-бумажный завод. В городе Туринске, Свердловской области производят эту бумагу. Она имеет белый кипельный цвет. Из нее я кручу свои трубочки. Она плотность имеет чуть больше, чем вот эта потребительская бумага серая Кандапошского завода. Сейчас скажу, какая. 65 грамм на метр квадратный. Ее я режу на 3 части. Я не буду сейчас вам показывать. Есть видео о том, как я кручу трубочки из белой бумаги. И почему я это делаю. Ссылку оставлю в описании. И там также я рассказываю, что получаю
трубочки одинаковой ширины, для того, чтобы их стыковать было, стыковать удобно, да, чтобы они были одинаковой толщины при накрутке. Эту белую бумагу режу на 3 части, а серую режу на полосы 8,5 сантиметров. Здесь ширина у белой бумаги также 21 сантиметр, длина 30 сантиметров, тоже стандартный формат А4. При разрезании ее на полоски 7 сантиметров и накручивании на спицу свою я получаю одинаковые трубочки. Здесь 8,5, здесь 7. Белую бумагу я откладываю в сторону. И остаемся наедине с нашей серой бумагой. Итак, как я ее накручиваю? Накручиваю я ее на спицу. Сейчас я спицу свою найду. Вот они, мои спицы. Раньше, когда я только начинала крутить свои трубочки, когда только увлеклась плетением из бумажной лозы, я пошла в магазин и купила спицу, обычную чулочную спицу, 2 миллиметра в диаметре она. И крутила из этой спицы трубочки из полос 10,5 сантиметров. Вот из этих полос, из широких. Все было замечательно. Далее в видео я покажу вам работы именно из таких трубочек. Такой толщины, скрученных на спицу именно 2 миллиметра и на ширину полосы 10,5 сантиметров. Как я это делала? Для начала, при накручивании бумаги на спицу есть еще один такой нюанс. Мы же бумагу обрезали, а другой край у нас ровный. Этот получается такой уже не ровный край, а вот этот вот идеально ровный. Чтобы наши трубочки были гладкие, нам нужно начинать наше закручивание с той стороны, с того уголка, где мы бумагу разрезаем. Вот. Если вдруг вы режете эту бумагу на 3 полосы, а это тоже возможно, по 7 сантиметров ширину полосы делаете. И я, когда это делаю, я беру вот такой канцелярский нож, беру свою большую металлическую линейку и на деревянной поверхности аккуратно разрезаю, беру несколько листков и аккуратно разрезаю, либо ножницами, чтобы края у нас были ровные. Как я крутила свои трубочки раньше на весу. Покажу сейчас вам несколько способов кручения, которыми я владею сама. Смачиваю пальчик. С обрезанного края захватываю уголок. Эта спица у меня 2 миллиметра имеет диаметр. Подношу под острым углом к краю, зажимаю и начинаю на спицу накручивать бумагу. Просто вот так беру и накручиваю. Она начинает здесь сама дальше закручиваться. Я довожу ее до места, где уже можно перехватиться. Здесь плотно держу и помогаю правой рукой эту бумагу крепко сжимаю между пальцами, чтобы натяжение образовалось. А вот этой рукой работаю, закручиваю бумагу дальше. И получаю в итоге вот такой вот уголочек, который я смазываю клеем. Клей, не буду рассказывать сейчас, почему нужно использовать именно этот клей. В общем, я его покупаю тоже в Глобусе. Он имеет красный цвет, также бывает желтый. Или покупайте клей Момент желтый или красный Таре. Все. Если хотите, чтобы ваши трубочки при окрашивании не расклеились. Наношу прям самую капельку клея на этот кончик и продолжаю
накручивание. Все. Так я делала раньше. Крутила из полос шириной 10,5 сантиметров на спицу 2 миллиметра. Потом же я, не хуже вас, насмотрелась видео, что оказывается спица должна быть тоньше, чтобы наша трубочка внутри была менее полая. И я пошла снова в магазин. По всем магазинам. И нашла только самую тонкую спицу, опять же чулочную, диаметром 1,2 миллиметра. Много магазинов обошла. Очень сильно переживала по тому поводу, что нет у меня спицы меньше. А потом пришла к выводу, что у меня получаются классные трубочки, которыми мне комфортно плести именно из этой спицы и именно из ширины. Вот такой из полосы такой ширины. 10,5, ну, или 8,5 сантиметров. В принципе, без разницы. Я же объяснила, да, что просто кручу сейчас из этой ширины полосы только потому, что мне иногда темный цвет нужно стыковать с белым. Снова показываю. Здесь у нас ровный край, здесь обрезанный. Смачиваю пальчик. Ложу этот пальчик поверх уголка. То есть я своим пальчиком влажным уголок этот смачиваю. И когда я его подношу, еще раз, и когда я его подношу к спице и начинаю закручивать, он слегка к спице прилипает. И я плотно начинаю, главное в самом-самом начале, плотно-плотно начать крутить. И все, дальше она уже закручивается практически сама. Тут мы придерживаем, вот тут бумагу крепко держим, немножко натягиваем. А этой рукой помогаем нашей трубочке крутиться до конца. И вот теперь остается около 2-1,5 сантиметров. Я где-то посередине капельку клея наношу. И эту спицу кручу нашу трубочку дальше. Все, прокручиваю несколько раз вместе склеивания. И вынимаю спицу. Все, трубочка готова. Теперь покажу, как крутить из полосы 8,5 сантиметров. То же самое. Раз, прокручиваю и начинаю крутить, крутить, крутить. Как бы я ни объясняла, или другие мастерицы вам не объясняли, тут такой момент. Пока вы сами в руки не возьмете спицу и кусок, полоску бумаги и начнете ее крутить, принцип как бы вам должен быть понятен. Трубочки у вас, вы не поймете, как это все делается. При накручивании бумаги на спицу образуются такие, как стежки. Они имеют свой шаг. При изначальном главная проблема новичков, когда они начинают только крутить свои трубочки, они у них такие длинные. Вот как видите, я кладу свою трубочку поверх бумаги. Поверх бумаги. Трубочка имеет такую же точно длину, как и мой лист. Но сначала так не получалось у меня. Трубочки были короче. К завершению... Ближе к скрутке, точнее, они становились шире. Тут только поможет тренировка. Упорный труд, он все сделает. И все. Нужно стараться ровно все крутить. Добиться того, чтобы ваша трубочка была такая же по длине, как и полоса. Этот вопрос я тоже сказала. На спицу я кручу, сейчас еще раз покажу. На спицу я уже не кручу, в принципе, давно. Потому что есть у меня видео, как я кручу на дрели. Сейчас я это делаю. Накручиваю таким способом свои трубочки. Ссылка же опять, я уже говорила, в описании. Не буду сейчас этот момент вам показывать. Вот так я на весу кручу. Кому-то, может быть, будет проще крутить, закручивать с другой стороны. Это уже зависит от особенностей вашего восприятия. То есть, есть кто-то, есть люди левши, правши и так далее.
Как еще можно крутить трубочки? Их можно крутить на столе. На столе я только пробовала крутить свои трубочки, но мне не понравилось. То есть я уже пробовала их крутить после того, как использовала метод кручения на шуруповерте, на дрели. Но решила попробовать. Для этого поверхность должна быть прорезиненной. Многие мастерицы используют коврики, которые около двери кладут на пороге. Обратная сторона этих ковриков имеет прорезиненную поверхность. И вот на них очень удобно. Также используют куски, я знаю, линолеума. Ну, в общем, тут тоже нужно подумать, как вам это лучше сделать, чтобы бумага не скользила по поверхности. Сцепление, чтобы было. У меня здесь скатерка лежит на столе. Я специально не стала ничего сверху выкладывать. Обычно я кладу поверх стола какую-нибудь ткань. Но не стала выкладывать, потому что поверхность здесь у меня достаточно цепкая. Поэтому я вам сейчас покажу, как можно крутить на столе. Может быть, кому-то пригодится. На весу я крутить начинала вот с этой стороны, сверху вниз. На столе, конечно же, будет удобнее крутить с правого нижнего угла и вверх. Ручку вот так вести. Мы ее закатывать будем. Поэтому выкладываю лист бумаги на стол. Здесь у меня край, где я обрезала. Здесь край ровный, гладкий. Опять же, смачиваю свой пальчик, прикладываю вот к этому краешку, чтобы он смочился. Но я так уже 100 лет этого не делала. Другой пальчик смочу. Поддеваю накатком вверх свой уголок. Он смоченный. Выкладываю спицу под наиболее острым углом, как только это возможно. И краешек бумаги начинаю наматывать на спицу. Накатывать. И вот так потихоньку. Не факт, что у меня сейчас получится. Здесь придерживаю, слегка придавливаю, видите, пальцами левой руки. А правой плотно нажимаю, прижимаю к столу и прокручиваю. Вот как скалкой работают, когда тесто раскатывают. Вот примерно такой же эффект. Но опять на столе у меня докручивать не получалось. Это особенность изначального кручения на весу. У многих получается очень легко крутить вот так вжих на столе. Ну и спица. Опять же, спица у меня короткая. Это тоже создает некоторые трудности. Все. Когда спица длинная, то с ней работать намного проще. Я имею в виду при кручении на столе. Называется она спицы Кишнера. Имеет ширину, диаметр 1 миллиметр. Или бывают длинные спицы чулочные. Но таких я не встречала. Еще раз показываю. Смачиваю уголок бумаги. Здесь у меня обрезанный край. Подставляю спицу под острым уголком. И самый уголок начинаю накручивать на спицу. Плотно-плотно веду. Не очень получается. Возьму другую. Невозможно уметь все. Мне же хочется вам показать, как это можно делать. Но не факт, что у меня это будет получаться. А у вас вполне возможно получаться и будет именно этот способ. На весу вы крутить не сможете, на дрели не сможете, а вот на столе будет получаться превосходно. В общем, вот так вот крутите, крутите. Блин, у меня не получается. Вот я ее докручиваю все равно. И чем больше вы чаще будете крутить,
Прям берите, нарезайте бумагу и крутите, крутите, крутите. Если вы только начинаете учиться крутить трубочки, то, конечно, вы можете использовать газету или бумажные журналы, взятые из магазинов, и пробовать крутить на полосу разной ширины и на спицы тоже разного диаметра. Какие трубочки вам будет крутить наиболее комфортно, значит, это ваше. Вот такой совет могу вам дать. И будет разумнее крутить. Когда уже будет у вас хорошо получаться, то тогда можете спокойно идти и покупать хорошую бумагу потребительскую, потому что ее очень легко окрашивать, обрабатывать и плести изделия из нее тоже очень хорошо, потому что изделия получаются красивыми, аккуратными, чудесными. Все, по поводу кручения я вам рассказала, по поводу клея рассказала. Еще иногда при кручении своих трубочек я использую стакан. Я наливаю сюда клей и с помощью кисточки промазываю. Все. Ну а теперь приступим к окрашиванию нашей бумажной лозы. Смотрите этот процесс далее. Итак, приступаем к процессу окрашивания. Здесь у меня уже есть готовая накрученная бумажная лоза, мои трубочки. Пучок 100 штук. И сейчас я вам покажу, как и из чего я крашу свои труболёзики. Крашу свои трубочки я с помощью морилок. Морилки использую фирмы НБХ. Это морилка Мока. НБХ это значит Новбытхим. Петербургский производитель данных морилок. Еще я пробовала использовать морилку Фарбитекс данного изготовителя. Но, честно признаться, не очень осталась довольна данной морилкой. Очень отличается она, во-первых, по цветовой гамме, во-вторых, все-таки качество окрашивания оставило желать лучшего. Но это мое мнение. Другими морилками я не пользовалась, и поэтому использую только морилки НБХ. Очень я ими довольна. Рассказываю дальше. Также я иногда использую для окрашивания колеровочные пасты фирмы Prestige. Вот. Давно уже не красила, просто рассказываю. И также эмаль для радиаторов добавляю в раствор, в красящий раствор. Но сегодня я буду вам показывать, как я крашу свои трубочки только с помощью морилок. По поводу данной эмали для радиаторов сейчас расскажу кое-что. Она подходит для деревянных и бумажных изделий, экологически чистая. Очень я ей довольна. В общем, пользуюсь и не знаю никаких проблем. Как я приступаю к окрашиванию своих трубочек? Хочу вам показать, как, допустим, сделать какой-нибудь красивый цвет. Вот у меня здесь морилка, цвет эбеновое дерево и цвет мокка. Причем всегда странная ситуация, да, все цвета на морилках написаны спереди на этикетке, а именно эбеновое дерево, почему-то этикетку они клеют сбоку, на внешней стороне ничего никогда не написано. Это особенность морилки именно эбенового дерева. Сейчас, пока морилки в сторону я уберу, хочу еще поделиться некоторыми моментами. Прежде чем приступать к окрашиванию непосредственно, я наготове держу перчатки. Покупаю данные перчатки в Офис Маги. Они стоят, упаковка большая очень, 50 рублей, по-моему, очень, в общем, копейки и удобно. Попользовался, выкинул и далее берешь. Вдруг кому-то понадобится. Свои трубочки я крашу не окунанием. Не нравится мне окунание. Во-первых, большой очень расход. И как-то я сразу так приноровилась красить. И крашу до сих пор. Меня все устраивает. Здесь у меня есть поднос. На него я наклеиваю часть пластикового пакета. Пакеты эти я
покупаю в КБ. Они черные, плотные. В общем, рассказываю, откуда я их беру. Вы можете использовать другой какой-нибудь плотный полиэтилен, вообще не принципиально. И любой противень. Это у меня противень. Но вы здесь не пугайтесь, да, он уже такой повидавший виды, этот бедный мой поднос. Он у меня рабочий. Раньше я им только на подносе именно красила трубочки. И приклеивала разные пакеты сюда. Видите, надписи отпечатались. Я проклеиваю все клеем. Здесь вот вы можете наблюдать, чтобы пакет плотно держался. Сейчас вам подробно покажу, как я прикрепляю пакет к своему подносу. Вот у меня уже есть вырезанный кусок от пластикового пакета, чуть больше размера самого подноса. Кошка вот немножко постаралась, очень любит одна из кошек моя грызть пакетики. Ну, неважно, краешек, просто вдруг вы заметите, что это такое. И у меня есть поднос. Подноса у меня два, потому что на одном подносе я обрабатываю чисто свои белые трубочки, то есть они требуют у меня только обработки. А на другом подносе я крашу изделия, допустим, из морилки или раствора с колировочной пастой. Как прикрепить пакет? Вдруг кому-то нужно будет. С помощью клея карандаша или любого другого клея, который можно разнести кисточкой по подносу, я проделываю вот такие манипуляции. То есть разношу клей. Ну, с карандашом работать удобнее мне. Прям раз-раз, очень быстро все получается. Главное, по краям, сильно можно не размазывать. Разнесла. Беру свой пакет, выкладываю его поверху ровно и вот такими вот движениями распределяю, приклеиваю, выгоняю воздух из пакета в разные стороны, приклеиваю его к подносу. Даже с помощью воды можно, в принципе, с помощью там жидкого мыла это сделать, если вы не хотите там клей наносить, портить свой поднос, если вы им пользуетесь в духовке. Попробуйте взять ферри или обычное жидкое мыло и также приклеить пакет. Потом все легко отмоется и у вас никаких проблем не возникнет. После окрашивания моих трубочек этот поднос, поверхность я вытираю тряпочками, губками, и он также остается чистый. Все легко смывается. На этом же подносе я трубочки свои после окрашивания обрабатываю. В общем, вот такие действия я произвожу. Теперь для окрашивания трубочек, точнее для наведения раствора красящего для наших трубочек, я сейчас буду производить следующие действия. Беру, как я уже сказала, 2 морилки. Ложечка у меня маленькая, кисточка, есть большая кисть, это уже потом нам понадобится. И трубочки, которые у меня, допустим, плохо получились, да, я их не выбрасываю. И такое тоже у меня бывает, что не получается. Я их потом использую для того, чтобы смотреть, какой мне цвет нужен. Пробники. Так. Чтобы получить коричневый цвет, я беру 2 части морилки мокко. 2 части, это будет у меня 2 чайные ложечки. Вот. Закрываю. И перед употреблением обязательно встряхивайте бутыльки, которые давно стоят. Потому что взвесь может там образовываться внизу. И цвет потом будет меняться, если вы будете много раствора наводить постепенно. И 1 часть морилки эбеновое дерево добавляю к 2 частям морилки мокко. Все, перемешала. Беру свою плохую трубочку. Кисточку окунула. Хорошо там наш раствор перемешала. Специально включила свет, чтобы более наглядно все вы видели, более четко. Погода сегодня пасмурная. Я, конечно, за естественное освещение,
потому что так лучше видно. Вот. И теперь кисточкой начинаю наносить свой раствор. Угу. Фокус поймала. Наношу раствор. Поднесла нашу трубочку как можно ближе, сфокусировала и показываю, что происходит при нанесении. Смотрите, какой классный цвет получается. Суперский. Такой прям насыщенно коричневый. Как кора дуба какая-то. Ой, ну, кора дерева точнее. Прям натуральный, насыщенный коричневый оттенок. Невозможно красивый. Просто обожаю его. Также я мока люблю смешивать с цветом палисандр. Он тоже придает более темный оттенок и глубину окрашенных трубочек. Вот такой цвет получается. Здесь, где я раньше прокрашивала, трубочка начала точнее высветляться. Здесь еще темноватый от сырости. Вот когда трубочки начинают подсыхать, мы имеем цвет, который будет у нас на готовом изделии. То есть, когда трубочки начнут подсыхать, и после обработки даже, они слегка высветляются. Но после нанесения лака на готовое изделие, цвет наш становится обратно насыщенным. Вот как вот сейчас, да, после пары минут после окрашивания он есть. Наконец-то получилось настроить фокус. Вот, видите? Здесь он уже начал высветляться, а здесь еще подсыхает. Вот такой цвет будет на готовом изделии. К сожалению, не могу вам четче передать цвет. Вы можете только поверить мне на слово. Для окрашивания своих трубочек мне понадобится... Сейчас я еще разведу чуть больше раствора, сделаю. Значит, одну часть эбенового дерева. В одну часть эбенового дерева добавляю 2 части мокка. Цвет мокка, морилка НБХ. При окрашивании большого количества трубочек обязательно делайте сразу большой запас раствора. Если, допустим, вы разными партиями покупали эти морилки в разное время, допустим, через месяц, они могли там закончиться на складе в магазине и завести новую партию. Тогда цвет может отличаться. Может и не очень сильно, но будет. Один раз у меня такое было. Я плела большой-большой короб и половину изделия сплела, поехала докупать морилку. Цвет слегка отличался, поэтому имейте это в виду. Трубочки я буду выкладывать, вот там далее у меня расположены, вы видите, деревянные уголки. Раньше я клала 2 доски, ставила 2 доски и на них выкладывала свои окрашенные сырые трубочки. Это уже как вам удобнее. Кто-то на сушилку выкладывает, я так тоже делала. Вот. Я выкладываю такие уголки, они сейчас у меня есть. Муж от какого-то строительного магазина мне привез. Спасибо ему большое. Все, приступаем. Одеваю свою перчатку на левую руку. Беру удобное количество трубочек, но я всегда половину 100 штук. Получается у меня где-то в районе 50 штук в одном пучке, который я буду выкладывать сейчас на поднос. Но я точнее сейчас не буду выкладывать столько, я покрашу и поменьше, да. Я же это все делаю для вас, трубочки мне могут не понадобиться такого цвета. Возьму небольшой пучок. Скруткой выкладываю сюда. Я сейчас показываю, как это делаю я. Не настаиваю ни на чем. Принципы окрашивания у вас могут быть свои. Кисточка. Кисточку использую обязательно с натуральным ворсом. Я и перепробовала много разных кистей. Очень много. И только именно вот это мне нравится. Плотная ворса здесь
достаточно плотная, она не редкая. То есть бывает вообще там ее очень мало. Здесь прям такой пучок конкретный. И она натуральная, мягкая, хорошо смывается. После окрашивания морилкой или другими, допустим, лаком, там, после обработки, я кисть промываю в горячей воде вместе с хозяйственным детским мылом. И моя кисточка, сразу же это делаю, моя кисточка всегда в порядке. Она ухоженная, ворса мягкая. Мыло хорошо все смывает и делает ворс мягким. Если без мыла, то ворс будет жестким оставаться. Все, начинаю окрашивание. Окунаю свою кисть в раствор. Хорошо смачиваю. И вот таким вот движением стряхиваю немножко жидкости на поднос. И теперь начинаю со стороны скрутки вниз окрашивать свои труболесики. Все тщательно прокрашиваю с одной стороны. Потом прокручиваю. И то же самое делаю с другой стороны трубочек. Хорошо. В чем преимущество для меня, по крайней мере, такого окрашивания? Во-первых, равномерное распределение красящего раствора по бумажной лозе. Это раз. Во-вторых, наименьший расход морилки. Третье. Быстрее высыхают трубочки. И меньше шансов, что трубочки расквасятся. Я не знаю, как по-другому сказать. Самое главное, что я контролирую, да, где у меня не прокрасы. И интенсивность, насыщенность цвета также можно контролировать. Допустим, вы вот прокрасили один раз, можете их слегка подсушить и еще раз этим составом пройтись, тогда цвет будет очень насыщенный и более глубокий. Все. Потом я беру вот так кисточкой, поддеваю, беру свою ручку и выкладываю сушиться на свои уголки, а вы куда-нибудь в другое место. Нужно же вам ближе все показать, какой классный цвет. Он просто суперский. Такой. Сейчас он, конечно, еще подсыхать будет и немножко посветлеет. Но очень красивый. Если, допустим, сделать три части мокка и добавить туда одну часть морилки беновое дерево, более красный будет оттенок. А сейчас он такой прям коричневый. Я сейчас скажу, венге. Вот, цвет венге. Супер, вообще супер. Очень нравится мне цвет. Очень также выгодно с морилками работать, допустим, добиваться каких-то натуральных, легких, светлых тонов. Можно брать морилку мокка, дуб или орех, одну часть морилки разбавлять с 5-6 частями воды. Все, цвет будет очень приятный, то есть вы меняете интенсивность. С морилками работать одно удовольствие. Трубочки мои сейчас подсохнут, и я покажу, как я их обрабатываю. Все, трубочки мои уже подсохли. Они высохли не до конца, только верхняя часть трубочек высохла хорошо, а внутри они еще слегка влажноватые. В принципе, можно уже их обрабатывать, да, если вы сильно торопитесь. Я стараюсь не допускать полного высыхания. Расскажу почему. Очень потом они плохо пропитываются раствором для обработки. Забыла, кстати, вам такой нюанс сказать. При окрашивании трубочек таким способом, который предлагаю вам я, расход раствора красящего из морилок или, допустим, какой-то морилки не разбавленный, именно не разбавленный. Расход раствора получается 500 миллилитров где-то на 400
450 трубочек. Иногда даже 500. В общем, имейте это в виду, чтобы вы понимали. Так, по поводу обработки. Обрабатываю свои трубочки я составом клей, вода. Объясню немножко про клей. В общем, кратко скажу. Очень много клеев я перепробовала для обработки своих трубочек. Я пробовала впоследствии обрабатывать их составом, как предлагают другие мастерицы, лак-вода, но меня это не очень устроило. Я привыкла работать своими трубочками, потому что я раньше грунтовала изделием также с разбавленным клеем с водой. И, в общем, пришла к выводу, зачем я буду делать двойную работу, да, сразу трубочки обработаю этим составом. Во-первых, склею скрутку, они также становятся эластичными, покрываются пленкой, и высохшее изделие без грунтовки, лака там и еще каким-то составом, оно уже достаточно прочное. Это проверено. Поэтому рассказываю про свой клей. Я использую клей фирмы Лакра. Использую клей не строительный, а именно марки Экстра или еще Мастер есть. При использовании других клеев, возможно, у вас возникнет такая ситуация, что трубочки будут шершавыми, плохо будет склеиваться скрутка, они будут не такие прочные после высыхания и так далее. Очень много нюансов. Другой клей других фирм, самых там, я не помню, как это называется, к сожалению, там, где есть надпись «строительный», он не подходит. Теперь что? Я показывать буду, как развожу свой состав. Беру свою баночку, но я сейчас в стаканчике буду показывать вам. Открываю клей. Клей достаточно густой. Он такой же густой, допустим, как очень хорошая сметана густая. Видите, я ее наклоняю, он еле-еле течет. Очень густой. Налила в другую баночку теплой воды, обычно из-под крана. И теперь буду разводить свой клей где-то 1 к 5 пропорция. Не боюсь, наливаю прям вот столько. И тщательно размешиваю. Я никогда точно не наливаю там вот столько клея, столько воды. Всегда ориентируюсь на свои ощущения, то, что я вижу, то, что я чувствую. Состав должен быть очень жидким. Если он будет густой, то трубочки будут просто-напросто склеиваться. И все. И он, прям видите, капает, капает. Жидкий-жидкий. Практически как молоко. Перед тем, как наносить раствор на наши трубочки, уже окрашенные и подсохшие, обязательно нужно эту смесь хорошо перемешать. Вот в этой баночке у меня уже есть разведенный состав. Я его держу, сразу развожу много, и он у меня отстоявшийся. Я специально не стала его перемешивать. Хочу вам показать, почему нужно перемешивать клей. Здесь получается такая вот взвесь. Вверху прозрачная, полупрозрачная жидкость, а внизу белый состав густой. Теперь я перемешиваю, видите, и он становится однородным. Вот и все. Почему нужно перемешивать клей. И то, что находится наверху, вот эта полупрозрачная жидкость, это даже не вода. Это вода, смешанная с клеем. То есть какой-то состав клея, который имеет более легкую текстуру. Легкий состав, и он держится наверху. Теперь я беру свои трубочки, выкладываю таким же точно способом, как при окрашивании. Надеваю перчатку на левую руку.
Одеваю перчатку только на одну руку, потому что другой рукой я держу только кисточку. Ручка у меня не пачкается. И точно так же, как при окрашивании, окунаю кисть в раствор. Веду его, промакиваю по своему подносу. И начинаю обрабатывать трубочки. Все. Также я их проворачиваю, обрабатываю. Точнее, ну да, обрабатываю раствором, как будто прокрашиваю. Так как раствор жидкий, сейчас он впитается в трубочки. Я их выложу сушиться. Вот пучком. Я их сразу не разъединяю. Они вот так у меня пучком лежат. Я начинаю следом обрабатывать следующий пучок. Выкладываю второй. И первый, он уже весь пропитается. Я его вот так разнесу уже потом. Как выложу второй, так слегка. И немножко распределяю, чтобы они не слипались. И в таком состоянии они немножко полежат. Я несколько штук обработаю, пучков своих, и потом приступаю к сушке феном. Это тот же принцип, как обработка трубочек лак, вода, фен. Только я вместо лака использую клей. Так, ну я не стала подсушивать трубочки, сразу решила их просушить феном. Чем удобен этот лак, клей, простите, он создает эластичную пленочку, склеивает нашу скрутку по всей длине. Трубочки очень мягкие для плетения, очень податливые. Главное теперь после просушки, чтобы когда они были слегка подсохшие снаружи, чтобы не слипались, убираю их в пакет кончиками наружу. И в таком состоянии они еще подсохнут, чтобы кончики были сухие, чтобы удобно было их стыковать. И плиту. Все, если вдруг они у вас подсохнут, в чем еще преимущество обработки клеем? Из пульверизатора слегка их сбрызгиваю. Вот так вот делаю. Тереблю. Все. Если потребуется, еще немножко сбрызгиваю и укладываю в пакет. Влага впитывается и также потом легко уходит. То есть, если обрабатывать лаком с водой, я пробовала, то потом очень проблематично эти трубочки смочить. Их приходится окунанием смачивать, то есть, чтобы вода попадала именно вовнутрь трубочки. И тогда они очень долго сохнут, готовое изделие я имею в виду. Единственный минус данного клея, про который я вам рассказываю. Его можно купить не во всех магазинах. В Леруа Мерлен, по крайней мере в Воронеже, я его не видела. В некоторых строительных магазинах я его только нахожу, единичные. Но очень легко заказать, допустим, этот клей на сайтах фирмы Лакра через интернет. Вот. Поэтому я рассказала вам, как я кручу, крашу и обрабатываю свои трубочки. Надеюсь, видеоролик был для вас полезен. Если это так, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать обязательно ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще много интересного. И до новых встреч. Пока-пока.